Всем привет! В этом видео я покажу вам свои тональные крема, которыми я пользуюсь в сегменте люкс и аналоги в масс-маркете. Давайте все смотреть. Первый тон — это стойкий тон. У меня Estee Lauder Double Wear в оттенке 1C1. Я думаю, многие из вас его знают. Я его наношу вот так вот просто на руку. Здесь неудобно, что нету помпы как таковой, поэтому расход у него достаточно большой. Вот бьюти-блендером влажным я его набираю и начинаю наносить. Что я могу сказать, пока наношу? У меня кожа чувствительная с детства, с полным набором того, что к этому прилагается. А именно, это покраснение, это очень чувствительная реактивная кожа, это купероз и, конечно же, дополнительно это поры. То есть, как вы понимаете, полная комбо. И этот тон мне очень нравится просто потому, что он перекрывает эту красноту в достаточном объеме с одного раза. То есть вот один слой я наношу, и в принципе, я думаю, вы уже видите, что все, вот эта краснота, которая особенно локализуется вот здесь, тут же находятся поры. Если этот крем у меня заканчивается, то я могу взять Shiseido Synchro Skin. На самом деле у Shiseido очень много сейчас тональных кремов с названием Synchro Skin, точно так же, как у Elemis сейчас все про коллаген, точно так же, как у Tarte все Shape Tape. Вот. И, в принципе, здесь достаточно большая линейка цветов. Я никогда не загораю, но могу, например, слегка из такой бледной стать слегка кремово-бежевой. И, в принципе, здесь я могу себе подобрать оттенок. В качестве аналога в масс-маркете я покупаю L'Oréal Infallible 32 часа. Это ж надо 32 часа ходить. Ну ладно, свежий тон у меня он в оттенке 0,15 Porcelain. Вот таким вот образом он выглядит. Точно так же я его наношу. Здесь есть помпа. Он у меня в оттенке чуть посветлее, чем... Чуть вот так еще возьмем. Чем Estee Lauder. И наносим. У меня сейчас на коже вообще ничего нет, только увлажняющий крем. И, собственно, вот основная красота локализуется вот здесь, ну и здесь, соответственно, поры находятся. Вот здесь видно, крем мне сейчас немного светловат, потому что чуть-чуть темнее, чем обычно. И что я могу сказать? Он тоже прекрасно держится, но я не ношу никогда тон на 32 часа. Давайте сейчас оба эти тона посмотрим в сравнении. На мой взгляд, вот... Estee Lauder чуть лучше все перекрывает, и у него нет вот этой вот такой вот маски, что ли. Хотя оба очень плотные, и, в принципе, они одинаково решают задачу, которая перед ними есть. То есть все перекрыть, что нужно, да, и держаться до победного. Следующий тон – это тон, который называется Glowish от Huda Beauty. Он у меня в оттенке 01 Fair. Это такой сияющий тон, он такой с блюрящим эффектом. Я его полюбила наносить просто вот так вот пальцами. Вот так вот разношу его по коже. И вообще есть такое мнение, что женщины, которым уже, так сказать, 35, 45 и так далее, что им не нужно носить крем, который имеет очень плотную сухую текстуру, и что лучше им, конечно, пользоваться всевозможными светящимися с подсвечивающим эффектом кремами. Вы знаете, на мой взгляд, иногда да, иногда это уместно, иногда это кому-то идет, но не всем нравится блестеть, блестеть как блин, поэтому здесь по настроению. Ну и на момент съемки мне 39,5 лет, и я себя идентифицирую как 40-летняя женщина. Вот, что я могу сказать? Иногда, да, летом там, например, или, например, если я нанесу вот сюда консилер, да, и подпудрюсь немного, тогда мне этот эффект может нравиться. Что я могу сказать? Этот крем неплохо держится для такой сияющей текстуры. Он держится часов, наверное, 6 спокойно, но так он постепенно сходит с кожи. И вот мне что с ним нравится, так это то, что вот это вот сияние, оно не прям бьет в лоб. То есть оно такое, не люблю слово вот это деликатное сияние, но скажу так, что вот здесь вот этот блик, он меня не раздражает. В масс-маркете мне очень нравится крем от Vivienne Sabo, тоже он очень популярен на просторах интернета. Это Shake Foundation Soft Blur Effect. У них есть еще матовая версия. Я ее не пробовала, все собираюсь купить. У меня оттенки 0,1. С ним единственный нюанс, что его в самом флакончике достаточно мало, он быстро расходуется и он очень жидкий.
То есть, когда вы его наносите, он в буквальном смысле, вот течет. Тут, я думаю, видно, что вот он. Тоже буду наносить его бьюти-блендером, хотя, в принципе, можно и руками. Прекрасный вообще тональный крем. Просто бесподобный. За ту стоимость, за которую его продают, я считаю, что он вообще не то, что не уступает, он получше будет некоторых кремов. Вот. Опять же, тоже немножко светловат мне оттенок, но ничего страшного. Посмотрите, пожалуйста. Здесь тоже есть вот этот вот блик, да, но мне нравится, как с ним выглядит кожа. То есть вы можете видеть саму текстуру кожи, она есть, она никуда не делась. У вас нет какого-то такого масочного режима, да, на лице. Я просто вот в восторге от этого крема. Стойкость у него тоже неплохая. Это уже, наверное, третья бутылочка. Это третий флакон. Как я и сказала, у него большой расход. Это вот такой существенный минус. Я вот надеюсь, что его не снимут с продаж и буду дальше его покупать. И, в принципе, если вот вообще убрать все крема, я бы оставила только его. Следующий тон называется Everlasting Youth Fluid от бренда Clarins. У меня сейчас нет полноразмерного флакона, но у меня есть один из пробников. Это очень хороший крем. Мы сейчас прям с вами его сразу и нанесем. Надо мне будет докупить, когда у меня подзакончится все. Флакончик себе. Значит, этот тон плотный, но с покрытием средним. Соответственно, вы можете его наслаивать. И чем он мне нравится, вы сейчас увидите. Тон тут, конечно, очень такой загорелый. Вот, я думаю, что видно, да? Вот так вот нанесем. Оп, оп, оп. Он хорош тем, что он очень быстро фиксируется. То есть он не дает ощущения липкости. Он хорошо перекрывает красноту. Он не проваливается в поры, в отличие от многих очень плотных тонов. Ну, по крайней мере, насколько это возможно, если поры большие, потому что, как вы понимаете, поры – это такая история долгая, опять же, да, еще, наверное, дольше, чем покраснение. Тон шикарный, просто если он у вас продается, если есть возможность именно его попробовать вот в качестве пробничков, обязательно это сделайте. Вот, в масс-маркете есть уже легендарный тон, который называется Catrice HD Liquid Cover. Вот он. У меня он тоже в самом светлом оттенке, и он у меня полностью закончился. Это тоже очень хороший кроющий тон. И чем вообще он отличается от всего, что я перечислила до? Это тем, что он... Сейчас мы чуть-чуть, надеюсь, мне его хватит. Это тем, что его можно наслаивать. То есть в один слой у вас будет плотное ровное покрытие, которое будет прекрасно держаться. А если вы нанесете, например, 2 слоя, то он вообще перекроет, накроет просто всех и никого не спросит. В этом плане мне он даже нравится чуть больше, чем L'Oréal, потому что L'Oréal все-таки немножко такой масочный, и он требует все-таки дополнительных каких-то ухищрений. Но этот тон, он шикарный. Я думаю, что тоже видно, что он мне немножко светловат сейчас. Но не обращайте внимания на оттенок. В данном случае нас с вами интересует, как он ложится. Вот, видите, всю красноту он закрыл. Я скажу так, что он сейчас такой, я выгляжу как гейша немножко, да. Но это обычно нормальный мой оттенок. Я могу сюда добавить немного румян. Этот крем, он реально... не уступает вот тому же Clarins, да, он не уступает тому же Estee Lauder. Самое главное, чтобы он вам именно подошел по цвету и по тому, что вы от него хотите. То есть он хорошо ложится, он не подчеркивает шелушение, мне он нравится. Следующий крем – это французско-корейский бренд Herboren, который, я думаю, все знаете. И я обычно пользуюсь у них обычным вот этим BB-кремом. Но в этот раз, в последний раз, я перепутала и в суете схватила супер BB-крем. И вы знаете, я нисколько не жалею о том, что я их перепутала. Он у меня в оттенке Claire. У них есть еще 2 оттенка Dor и Nude. Соответственно, один более желтый, второй более розовый. Вы знаете... Этому крему довольно трудно найти альтернативу, если только искать именно вот альтернативу в корейских кремах, которых сейчас очень много. Так, мы вот так вот нанесем.
например, Холика, у них очень бюджетные и доступные крема, там есть с разным эффектом, увлажняющий, блестящий. С BB-кремами я могу сказать так, что когда они только пришли на российский рынок, боже, какое счастье. Мне кажется, вот просто ликовала вся страна в том плане, что наконец-то появились вот эти вот светлые, очень белые оттенки, потому что большинство люкса и масс-маркета, сколько там, уже лет, наверное, 10-15 назад, это было все желтое. То есть все ходили с этими желтыми лицами. Я помню, как консультанты говорили абсолютно серьезно, что ой, ну вот вам как раз с красными щечками как раз перекроет красноту. Вот этот желтый пигмент, я думаю, ну в какой момент вот мы все стали резко колористами, да? Да, действительно, желтый или зеленый пигмент может ее убрать. Но дело в том, что очень много сейчас мемов, если вы посмотрите, где есть сравнение макияжа типа 2000-х, и там у всех девушек желтые лица. Ну просто потому что не было. Поэтому, когда BB-кремы только появились, мы просто все ахнули. Вот. Я думаю, что вы все прекрасно помните этот момент. И в данном случае вот этот Herborian победил пока всех. То есть был у меня, значит, этот Skin 79, Тони Молли, еще какие-то ноунейм бренды. В итоге выжил вот этот вот. Потому что у него самое красивое ровное покрытие. Вот тут даже не надо с бьюти-блендером ничего делать. То есть вот, красивое свечение, крем этот не зря популярен и любим. И вот именно эта версия, которая называется Super BB, она не хуже. Пока я снимала и монтировала вам основной ролик, мне пришла посылка от моей подруги из Южной Кореи. Она прислала мне крем, BB-крем в виде кушона, который выглядит вот таким вот образом. Это бренд Espoir, и крем называется B-Glow. У меня, как у жительницы Санкт-Петербурга, все содрогается, когда я слышу подобные названия. Я думаю, питерцы меня поймут, но мы сегодня не об этом. Так, вот таким вот образом это все выглядит. Я все-таки такой крем не хочу наносить спонжиком, их здесь два шло в подарок. Кстати, вот в этой же коробке шел еще дополнительный такой кушон. То есть, по сути, у вас два тональных крема, и еще приложили вот такую вот штучку. Тут тоже написано, что это BB-крем. Вот, надо будет еще потом его протестировать. Так вот, мы сейчас с вами его нанесем. И, забегая вперед, могу сказать, что мне он очень понравился. Значит, по стоимости он у нас продается в России на маркетплейсах. Но будьте внимательны. Дело в том, что я заметила, да и в целом по отзывам, корейскую косметику подделывают очень так конкретно, капитально, я бы сказала. И нужно обязательно смотреть продавца. Я вам больше скажу, я недавно видела на HeadHunter вакансию написания отзывов. То есть люди профессионально к этому подходят, это ни для кого не секрет, но просто чтобы вы знали, что это происходит и подделывают вообще все. Поэтому обязательно обратите внимание на то, хороший ли рейтинг у продавца, и нет ли там каких-то таких отзывов, которые выглядят, ну, откровенно заказными. Чаще всего они палятся на ключевых словах. То есть, например, заказчик говорит, должно быть написано влажное сияние. Соответственно, там будет через одно, будет влажное сияние, ну и так далее. Вот. И очень будет такой коммерческий язык, потому что не могут они даже с чатом GPT и копирайтерами сделать нормальный отзыв, чтобы не спалиться. Так, сейчас мы так вот это все дотушуем. Смотрите, он достаточно блестящий, ну в названии есть слово Big Glow, то есть сияй. Соответственно, если это все немножечко припудрить вот здесь, то будет это не так все блестеть и сиять, как блин. Смотрите, мне вот нравится, как он ложится, особенно вот в этой зоне. Я ее, как я и сказала, обычно припудриваю, но давайте, кстати, мы припудримся. Что это я? Чуть-чуть нанесу пудры. Вот буквально на Т-зону. Вот я думаю, что это неплохая альтернатива будет для того же Herborian. По крайней мере, по стоимости, я думаю, что это будет чуть дешевле. Ну и здесь вот в этой коробочке у меня получается два крема, плюс еще вот один такой дополнительный.
Мне понравилось, нужно будет попользоваться больше, но первое впечатление отличное, так что, пожалуйста, оставляю вам свою рекомендацию. Еще один крем, который вам хочу показать. Я думаю, что это некий аналог Charlotte Tilbury Wonder Glow. И это Maybelline Perfector 4-in-1 Glow. Здесь заявлено, что это и праймер, и хайлайтер, и корректор, и, в общем-то, все в одном. 4 в одном. 4 в одном. У меня в двух оттенках. Нулевой и первый. Я могу сказать, что они оба достаточно темные. То есть совсем белых я там не обнаружила. Давайте мы с вами его нанесем. Так, вот он, со скрежетом он наносится. Так, аккуратненько я его растираю. Можно для быстроты нанести бьюти-блендером. Очень сильно сияющий крем. Не особо сильно он перекроет что-то, если у вас есть на лице. Но можно использовать в качестве подложки под другой крем, например. Или если у вас нет каких-то серьезных высыпаний на лице, или в целом вы как-то не особо по этому поводу переживаете, то вот такой вот блестящий эффект. Еще один тон, называется он Bourjois Healthy Mix. Он у меня в оттенке 16N или 16H. Это очень темный оттенок для меня. Я всегда покупаю какой-нибудь один тон, значительно темнее, чем моя кожа, и просто каплю этого тона могу добавить в любой тон. Если, например, я там вернулась из солнечной страны, да, если, например, я купила тон и он слишком не светлый, таким образом я добиваюсь того оттенка, который мне нужен. Давайте его тоже нанесем с вами. Наносим. Я не помню, остался ли у нас вообще в принципе буржуа или он ушел тоже. Но я думаю, что видно, что тон мне очень сильно темный, но посмотрите, какое красивое вот здесь сияние. Тон сам по себе среднего покрытия, он с таким небольшим сиянием. У него изначально идея о том, что это healthy mix, что это такой вот светящийся тон, который добавляет вам такого здорового свечения вашему лицу, если, например, здорового там у вас уже ничего нет. Ну, такие варианты тоже возможны. В принципе, годы берут свое, это неизбежно. Я помню, что этот тон хвалила даже Лиза Элдридж, это такая очень известная визажист, которая работает там, с Кейт Уинслет и так далее. Мне она очень нравится, очень красивая женщина. И вот я помню, что тоже она использовала вот этот healthy mix и говорила: боже, боже, какой потрясающий тон в масс-маркете. Вот такое вот у меня получилось видео. На моем канале есть обзоры не только косметики и парфюмерии, я в целом делюсь своими впечатлениями. Поэтому, если вам было интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Будет здорово, если вы поделитесь своими находками среди тональных кремов. Может быть, есть какие-то супер фавориты или какие-то интересные аналоги бюджетные для люкса. Я всегда читаю ваши комментарии. Ну а я благодарю вас за просмотр. Как обычно, всего самого вам хорошего.